Что такое техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма? Давайте разберем сегодняшнюю тему. И всем привет! Как всегда. Итак, сегодняшнее видео я хотел бы начать с таких вступительных слов. То, что сегодняшнее видео будет максимально короткое, но при этом максимально содержательным. Поэтому я сегодня буду не рассказывать, а именно зачту для лучшего воспринятия информации. Значит, основные неисправности газораспределительного механизма. К основным неисправностям газораспределительного механизма ГРМ относятся увеличение тепловых зазоров. Второе. Растяжение приводного ремня или цепи и износ приводных звездочек или шкивов. Третье. Ослабление крепления подшипников распределительного вала. Четвертое. Неполное закрытие клапанов вследствие износа рабочей фаски и седла клапана. Пятый. Износ маслосъемных колпачков. Шестое. Потеря упругости пружин. Седьмой. Износ передающих деталей. Вышеперечисленные неисправности сопровождаются повышенными шумностью в работе, механические стуки, падение мощности двигателя и повышенный расход масла. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Поэтому, если кого-то эта информация заинтересовала, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и лучше еще поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео и прочие сообщения. Также прокомментируйте сегодняшнее видео. Вместо глупого дизлайка лучше напишите, где была моя ошибка, или у вас есть какие-то предложения по данному видео, над чем мне стоит работать, или у вас есть предложение о новой теме, которую стоит разобрать, которую нужно знать. Ну, а если вас все устраивает, то, пожалуйста, поставьте просто лайк. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. И как всегда, помните, дальше будет только интереснее. И всем удачи! Ну а тем, кто досмотрел до этой минуты, я хотел бы сказать то, что в декабре месяце я не смогу выпускать видео, так как просто физически у меня не получится. Вместо этого я решил попробовать провести прямой эфир. Да, причин было много. И одна из них как раз является то, что я не могу, у меня не получится в декабре месяце выпускать видео. Точнее, у меня получится, но по одному видео через неделю, ну нет, это нехорошо. Вот, а поэтому это некая альтернатива. Это первая причина. Вторая. По сути, уже давным-давно надо было хотя бы сделать пробный стрим. Но у меня не получалось по тем или иным причинам, о которых я тоже расскажу на прямой трансляции. По сути, это пока что две основные причины. Более подробную информацию вы, собственно, увидите на стриме. Да, также, пожалуйста, обращайте внимание на ссылки в описании. Как раз я под этим видео оставлю ссылочку на Discord. Как раз, если кто-то захочет именно просто поговорить, как бы онлайн общение, да, или может даже как-то видео, это еще будет лучше. То есть я буду видеть собеседника, да, поговорим. Начну я с того, что именно как представлюсь, расскажу немножечко о себе, там пару таких вопросиков, то есть дам ответ, который, ну, скажем так, мне задают и так далее. По сути, это все, что я хотел выразить в этом видео. Если кого-то это заинтересовало, пожалуйста, приходите на стрим, поговорим. Я что-то расскажу, что-то вы расскажете. Помните, то, что данный YouTube канал это своего рода копилка или как аккумулятор полезной информации, говоря о автомобиле. Это все, что я хотел сказать. Все пока, удачи.